Всем привет! Сегодняшнее видео о том, что посмотреть в Анапе и ее окрестностях за один день. Я покажу вам самые красивые места, расскажу интересные факты и дам полезные советы, чтобы вы ничего не упустили. Поехали! Главные достопримечательности Анапы расположены в окрестностях города. Осмотреть все на общественном транспорте почти нереально, поэтому разумно арендовать машину или заказать экскурсию. Я выбрала второй вариант. Это самый популярный тур в Анапе. Он длится 5 часов и включает обзор главных достопримечательностей. Мне все понравилось, поэтому в описании под видео я оставлю для вас ссылку на эту экскурсию. Наша первая остановка – смотровая площадка на Лысой горе. Гид рассказал нам, что когда-то эта гора была покрыта густыми лесами, но деревья начали вырубать, и местные жители презрительно стали называть гору Лысой. Имя прижилось и сохранилось. На крайней точке Лысой горы расположена лучшая смотровая площадка Анапы. Утес возвышается над Черным морем почти на 320 метров. Это место часто называют ласточкиными гнездами, так как раньше в скалах обитали птицы. Затем об этом месте узнали туристы, и ласточки поспешили его покинуть. Но гнезда-туннели так и остались в скалах. Со смотровой площадки можно полюбоваться Черным морем, Анапской бухтой и самой Анапой. Эти виды вдохновляют и завораживают. Обязательно сфотографируйте здесь, чтобы навсегда сохранить их в памяти. Следующая достопримечательность Анапы – храм великомученицы Варвары. Наш гид Игорь рассказал, что святая Варвара родилась в семье язычника, но приняла христианство. За это ее пытали, но от веры она не отреклась. Считается, что святая Варвара явилась на Анапской земле в 1993 году. Она указала верующим на целебный источник. Его тут же облагородили. А в 2013 году завершилось строительство храма в честь святой великомученицы Варвары. А теперь мы едем в Большой Утриш. В переводе название полуострова звучит как «Большой обвал». Он образовался более 1000 лет назад в результате многочисленных оползней. Сейчас это живописный полуостров с чистейшим морем. Заповедник Большой Утриш славится реликтовым лесом, но недавно он пострадал от пожаров. Из-за этого территория временно закрыта для туристов, но погулять по берегу и самому поселку можно. Еще здесь находятся 2 анапских маяка. В одном из них расположена часовня Николая Чудотворца. Поднимитесь к ним, чтобы сделать красивые фотографии на фоне Черного моря. А еще Большой Утриш знаменит дельфинарием. Его обитатели живут почти в естественной среде. Летом можно попасть на представление. По пути к следующей достопримечательности мы остановились на еще одной смотровой и снова вдохновились прекрасным видом на Черное море. Одно из самых живописных мест в окрестностях Анапы – Кипарисовое озеро. Оно славится водой изумрудного цвета, чистым воздухом и кипарисами. Мы приехали в Суко, чтобы увидеть это чудо. Но сначала попробуем мед. Значит, белая горная акация, она не кристаллизуется, могут кушать диабетики, могут кушать аллергетики. Питает клетки головного мозга, для памяти очень полезно, для желудочно-кишечного тракта. Цены здесь оказались приятными. Так что не проходите мимо палаток с сувенирами и дарами Краснодарского края. А теперь давайте погуляем по самому заповеднику. Сейчас мы приехали на Кипарисовое озеро. Оно славится кипарисами, которые растут прямо в воде. Всего тут 32 дерева, и больше в России они нигде не растут. В начале 30-х годов ученые привезли в Анапу болотные кипарисы. Эти деревья происходят из Северной Америки и славятся тем, что выделяют целебные эфирные масла в высокой концентрации. Советские экспериментаторы хотели создать под Анапой природную здравницу и посадили кипарисы в Голубое озеро.
Все 32 дерева прижились, сейчас их стволы утоплены в воде на 2 метра. Возле озера стоят вот такие беседки с мангалами. Их можно арендовать, и, например, стоимость вот такой беседки 3000. Есть беседки поменьше за 2. Еще тут можно перекусить. Цены мне показались низкими. Кукуруза 50 рублей, сочные чебуреки 80. Еще есть горячие пирожки, напитки, мороженое и шаурма. Какая экскурсия в Краснодарском крае без дегустации кубанских вин? В Суко мы заехали в фирменный магазин местного производителя. Пробовали 8 видов напитков, 2 белых вина, 3 красных, вермут, мохито и сангрию. Тут же можно было их приобрести. Цены приятные, в среднем около 400 рублей за бутылку. Со всеми напитками нас познакомил специалист. Необычный мускат, в нем нет этого аромата бензольности, аромата жженой резины, дрожжей. Ну, в общем, всех тех ярких ароматов, за счет которых мы не являемся любителями, да, муската. Часто всех отталкивает этот аромат. В данном случае мускатчик очень свеженький. У него ярко чувствуются лепестки роз и яблочко. Он такой насыщенный, яркий, не односложный, долгоиграющий. У него вот эта кислиночка переходит в сухость. Я бы даже не сказала, что это полусладкое вино, это вино ближе к полусухому. Это полусухое. Да. Мы провели здесь минут 10-15, но за это время нам подробно рассказали про производство вин. Было интересно послушать и узнать что-то новое. Едем дальше. Гид рассказал нам, что Кавказские горы тянутся на 1100 километров от Анапы до побережья Каспийского моря. В 2013 году власти решили подчеркнуть уникальное расположение города. На первых метрах горной цепи установили стелу с парящим орлом. Птица является символом Кавказа. Надпись на ней гласит: «Анапа – начало Кавказских гор». Со смотровой площадки можно полюбоваться окрестностями курорта. Обязательно найдите время, чтобы осмотреть достопримечательности Анапы. Тогда отдых на Черном море точно запомнится вам надолго. Я очень рада, что поехала на самую популярную экскурсию. Поддержите меня лайком, если вам понравились красоты Анапы. И обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.